С южного Казахстана, Смеркенского района, с курортной зоны. С вами всегда я, Евгений Печник, мангальщик. Работаю по проекту Михалыча. Строю, сооружаю, придумываю мангальные комплексы, барбекю комплексы, казанные комплексы и все, что можно придумать с кирпичами, со всей этой ерундой, в общем, понятно, да, ребят? Вот, сегодня третий день продолжения нашей работы, и мы начинаем продвигаться. Поэтому, ребят, поехали, начнем с обзора нашей подготовки. Некоторые думают, что выложить это все очень просто и легко, и это занимает абсолютно малое время. Ребята, рабочий день начинается с того, что мы начинаем готовить себе рабочее место. Весь вот этот кирпич в объеме 1200 штук мы вот так мочим. Его замачиваем в ведерке. Ставим его немножко просыхать. Вот. Все вот это вот таким вот макаром происходит. Каждый вот такой кусочек, чтобы отрезать, его надо померить, грамотно отпилить и начинать, значит, свое продолжение работы. На сегодня у нас, ребята, что? Здесь я, как я вам говорил в тот раз предыдущий, здесь уже сделали песчаную стяжечку, приготовили, значит, для обкладки, выкладки самого топки казана. Вот. Здесь у нас, ребят, у нас вот готовая столешница. Мы подготовили уже, значит, под гранит. Будем укладывать гранит и потом будем вырезать раковину, будем ставить газовую плиту. И об этом чуть-чуть позже. А сейчас, ребят, я что хотел сказать еще вам о наших инструментах. У каждого есть свои принципы работы, у каждого мангальщика, у каждого мастера, печника. Все как-то называется своими вещами. Вот, ребят, я использую вот такие вот прутики. До этого я вам говорил, стальные прутики, они 8 миллиметров. Я их укладываю для расшивки шва, значит, красивого, чтобы все получалось. Есть у меня вот такие вот маленькие прутики, ребята. Это я их называю, допустим, карандашики. Вот. Почему карандашики, ребята? Потому что если я нахожусь на рабочем положении, допустим, я могу попросить у своего подсобника, допустим, сказать: подай мне прутик, он мне подаст вот этот прутик. Но если я скажу ему: подай мне карандашик, он мне подаст вот этот вот карандашик. Вот, ребята, видите, вот такие вот, значит, инструменты. Сейчас я немного вас познакомлю о мастер-классе, как мы вот начинаем это все выкладывать. Вот, значит, готовим прутики. После каждого, значит, вынимания или, как сказать, вытаскивания или вынимания, вот здесь прутики, они уже под размер. Я их вот подготовил, чтобы они у меня вот так вот лежали. Вот. Начинаем, значит, ребят, вести работу на песчаный растворчик 1 к 3. Вот. И поехали. Значит, вот. Здесь приходится нам, ребята, прутики немножко поддерживать, потому что с первого ряда они у нас соскакивают. Вот. Аккуратненько. Стараться надо, ребята, так, чтобы кирпичик не запачкался. Ставим кирпичик одной стороной на прутик. Здесь у нас он немножко получается вот так. Прикладываем, значит, ребята, шайтан. Это мы называем в Азии его шайтаном. Это уровень обычный. Но мы его называем шайтаном, потому что он порой может обмануть. Вот. Мы его прикладываем, смотрим угол.
этой стороны, с той стороны. Вот. И затем продолжаем, значит, кирпичик укладывать. Смотрим так его, смотрим так его. Вот. Где какие отклонения мы уже видим. И начинаем продвигать угол, чтобы у нас был угол ровненький, красивенький. Вот. Затем, ребята, у нас сейчас идет половиночка. Половиночка идет. Вот. Здесь надо растворчик убирать с прута. И берем карандашик. Ставим карандашик. Вот. И вот так он у нас стоит. Без всякого шевеления. Берем половиночку. Ставим. И укладываем кирпичик. Вот. Еще раз посмотрели, поглядели. Чтобы добиться хороших результатов, ребята, красивого, чтобы у вас получалось, надо не лениться смотреть уровень, глядеть. Шайтанчик, в общем говоря. У кого-то шайтанчик, у кого-то не шайтанчик. Вот. И вот таким вот, ребят, макаром едем дальше, значит. Ложим сюда. Сейчас попросим оператора, чтобы он подвинулся с этой стороны, чтобы вам видно было, как стоит у нас прутик. Берем второй прутик. Максимум вам надо 3-4 вот таких, не прутика, а карандашика. Ставим его ровненько. Бах. Бах. Берем кирпичик, заранее смоченный, как я вам говорил. Вот. Бывает, что карандашики выпадают. Ну, на этом и заключается наша работа, ребята. Кропотливая работа. Вот. И смотрим, значит, все у нас по плану. Прикладываем вот так шайтанчик. Смотрим его с этой стороны, в общем, со всех сторон. Следим. Ну и заглядываем, конечно, в трубу, чтобы у нас там ничего не оставалось. Была аэродинамика. Главная аэродинамичность нашей работы. Все каналы были свободно проходимыми. Ну вот такой вот процесс работы, ребята. Сейчас мы закончим с трубой и двигаемся дальше на столешницу. Ребят, ну что, вернемся немного к трубе. Вот так у нас она получается. Пока мы отложили немножко нашу столешницу. Вот, ребят. Ну что хотел сказать. Когда вы доходите до пика коммунизма, значит, это я так назову его пик коммунизма, это очень нервный пик коммунизма. Вот, вы вырезаете отверстия, размечаете, вырезали шиферы, это из самого простого в поднятии трубы, это вырезать отверстие. Вот, ребят, ну когда вы доходите до такого пика, и вам абсолютно, когда все здесь уже сделано, ждать непобежденное, одним словом. Вот так вот я его выложил. Придется постучать рукой, прутик поджать. Вот. Посмотрим вот этот шов, ребят, приблизительно. Здесь уже работа будет без карандашика, поэтому здесь нужен только четкий глаз. Глаз нужен здесь. Вот, ребят. Я думаю, это самое интересное из интересного. Вот. Надо нам покласть сюда прутик. Еще один. Сейчас мы извлечем наш прут.
И положим его, чтобы у нас был уже шовчик. Вот так вот. Все-таки его вот так вот забросить. Растворчик. Вот, ребята, в общем, вот в таком вот духе все это творится. Мы немножко подвинем, чтобы у нас был шовчик одинаково. Вот. И посмотрим шайтанчиком, что у нас тут. Так, приложим шайтан и подвинем кирпичик. Вот. Вот. Остальное мы промажем шовчик сверху, ребята. В общем, оставайтесь на связи, двигаемся дальше. Ну вот, ребят, мы находимся с вами уже на крыше. Сейчас мы можем посмотреть трубу с птичьего полета, а вернее не снизу вверх, а сверху вниз. Вот эти ряды, которые я поклал. Сейчас я буду работать одной рукой, ребят, вот, чтобы вы видели. Здесь я уже подготовил кирпичик себе. Вот, отсюда будет немножко попроще вести работу. Вот. И будем выходить, значит, вверх. Вот так вот. Вот, ребята, такие сложности нас всегда ждут на пути к совершенному. Здесь уже мы карандашики ставить не будем, а будем смотреть вот таким вот образом. И будем сажать. Видите, ребята. Ничего я практически что-то не вижу. Вот так, ребят, двигаемся мы дальше. Вот, немножко остановилась камера у меня. Вот. Все, встать. Вон кирпичик лежит на прутике. И все видно. Вот такие вот, ребята, пироги. Едем дальше. Начинаем продвигаться. Вкладываем растворчик. Так вот. Вперед, вперед, до верха, ребята. Так что вот такие вот бывают у нас и ситуации у печников. Вот.
Ребята, ну вот такая вот у нас получилась труба. Вот к чему мы сегодня шли. Что я хотел бы вам дать очень важный совет. Не оставлять никакие здесь сопли. Вот, все должно быть у вас аэродинамично. Швы должны быть затертые, быть все в трубе, чтобы ничего не висело, аккуратненько и красиво. Была аэродинамика, ребята, внутри трубы обязательно, чтобы была аэродинамика. Вот, далее, если у вас перекрытие идут деревянные балки, ребята, то обязательно делайте пожарную безопасность. Обматывайте, вот я, допустим, использовал вот такой вот отражатель. Он вот с такой вот немного, значит, типа базальтового листа, но только фольгамированная она вот такая вот защита, и она обматывается, труба защищает от дерева. В общем, здесь я выше идти уже не буду, потому что здесь у меня будет с нержавейки юбка, и продолжение трубы будет уже идти с нержавейки на 2 метра высотой, чтобы уровень был выше вон того вот конька. Видите, да, ребята? Вот, чтобы уровень был выше конька. Вот. Ну вот это немножко пейзаж. Это горы Алатау, Меркенский район, санаторий Мерке рядом с ними. В общем, сейчас я спущусь вниз и еще несколько нюансов вам, ребята, сниму. Вот, ребята, я спустился вниз трубы. Значит, здесь сразу же перед вторичной работой, переходя на следующий процесс, сразу не забудьте почистить сверху падавшийся раствор у вас канала. У меня даже здесь есть деревяшка, упала туда. Хорошо надо почистить, повыгребать все излишки раствора. Прям рукой туда залезьте, потому что раствор потом засохнет, ребята, и вы будете его ломать, отдирать. Вот, поэтому надо все делать грамотно, не забывать о таких мелочах, которые могут привести к плохим последствиям тяги самого казанного комплекса. Хорошо почистить. Вот так вот, все чистенько, аккуратно. На этом все, ребята. До встречи. Всегда с вами я, Евгений, Казахстан. Пока.